Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2025 года. Присаживайтесь поудобнее, мои дорогие. Буду рассказывать, как планировать этот месяц. Естественно, это гороскоп по декадам. И да, если вы смотрите по Солнцу, стрельцы первой декады – это те, кто родился в ноябре. Стрельцы второй декады, кто родился с 1 по 10 декабря. Стрельцы третьей декады, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Если вы смотрите по асценденту, то делите знак Стрельца на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попал с 1 по 10 градус Стрельца, это первая декада, с 11 по 20 градус вторая декада, с 21 по 30 градус это третья декада Стрельца по асценденту. И да, ребят, то, каким пройдет этот август, будет зависеть именно у стрельцов от ваших внутренних амбиций, от реализации, от того, какой у вас есть план и цель по жизни. Сейчас всем стрельцам сейчас говорю, потому что основная и главная амбиция стрельца – это иметь цель в жизни. Если у вас цели в жизни нет, и вы находитесь сейчас в таком расслабленном состоянии, что ну вроде как и все пойдет, как-то срастется, как-то оно само устаканится. Ребята, не устаканится. Стакан нужно держать, во-первых, для того, чтобы он устаканился. Да? И ваша основная эмоция и амбиция – это цель. То есть если цели в жизни нет, то никуда и не придешь. Поэтому август у вас пройдет на таких мощных начинаниях, я хочу сказать. У кого-то он уже в июле запустился, как, например, у стрельцов первой декады. Здесь Уран поменял знак, зашел в Близнецы и разрушает все старое у стрельцов первой декады. Вот те стрельцы, кто родился на стыке со Скорпионами. Да? То есть вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Изменения в жизни. У кого-то резкие взлеты, у кого резкие падения, резкая смена работы. Все надоело, захотелось все бросить и уволиться. То есть выйти за рамки, за границы дозволенного, себя как-то освободить, принять какое-то быстрое, резкое движение. И кажется, что с этим движением станет полегче. Оно полегче, конечно, становится, но что делать дальше? Вот такая история, да. Это про стрельцов первой декады. Ребята, гороскоп для всех 3 декад, он будет разный. Поэтому здесь сразу понимайте и не задавайте мне вопросы. Вы нас любите меньше. Почему про нас сказали меньше? Да просто потому, что на вас не будет влиять какие-то моменты вообще, в принципе. Как, например, период ретроградного Меркурия у нас сейчас в августе никак, совершенно никак не прочувствуют стрельцы 3 декады. Ну, от слова совсем. Не дойдет он до вас, чисто геометрический аспект не дотянется. Понимаете, о чем я? То есть и силу мысли на него не нужно притягивать и говорить: ох, это все ретроградный Меркурий. Стрельцы 3 декады, не занимайтесь этим. Освободите свое пространство, время и эмоции для других моментов, которые у вас тоже будут очень интересны. И да, как если вы уже заметили, у нас включается период ретроградного Меркурия. Начинается он с 18 июля до 11 августа. Очень сильно повлияет на стрельцов второй декады. Причем именно в июле повлияет на стрельцов второй декады. В августе уже будет такое легкое послевкусие и моментики: а что же я делаю не так, почему у меня не получается. Это хорошо, что если будут такие моментики, потому что когда мы сами себе задаем вопросы, мы работаем с собой, со своим подсознанием. Это нормальная история, когда мы в себе разбираемся и понимаем, почему мы не идем вперед. Потому что для стрельцов второй декады этот август, если вот так подытожить и убрать все лишние слова, это момент, когда мы разбираемся со своими страхами, с эмоциями, переживаниями, волнениями, нежеланием идти вперед, с бездействием, нереализованной карьерой, недополученным своим социальным статусом, когда считаем, что нас по заслугам не оценивают, когда считаем, что мы не получаем ту любовь, тепло и обнимашки в отношениях. Почему? Период ретроградного Меркурия, он будет в квадратуре с Лилит. Лилит сейчас в Скорпионе во второй декаде, и это момент, когда страхи, волнения и переживания будут чрезмерно захлестывать стрельцов второй декады. Ребята, будьте здесь аккуратны, не говорите лишнего, потому что ретроградный Меркурий там будет во Льве. И это история, когда включается наша гордыня. Да, вообще, в принципе, период этого ретро-Меркурия, проверка нас на гордыню, потому что Лилит, когда делает аспект, это всегда проверка нашего «я»,
нашего сильного, открытого сознания, на что мы готовы пойти ради достижения цели. Или же, если цель очень сильно классная, почему мы всеми силами останавливаем свои действия и не идем вперед. Здесь стоит позадуматься об этом стрельцам второй декады. Вообще август для вас, если подытожить, начинается уже в июле с периода ретроградного Меркурия. Это не хорошо, не плохо. Для вас нужен момент сделать определенные выводы, принять определенные моменты в своей жизни, которые вы не принимали ранее. Здесь еще и кармические узлы переходят во вторую декаду рыбы, девы, делать будут квадратуру к солнцам, стрельцам второй декады. Да, ребята, у вас звезды складываются как раз то, что до конца 2025 года будете разбираться со своими волнениями, но не только этот момент. Вы будете себя останавливать, не идти вверх развития, саботировать свой успех. И это будет у вас игра в поддавки с самими собой длиться до конца 2025. Но можно вот этот момент упустить. Можно так не делать и по чуть-чуть начать реализацию. Это будет очень хорошая история, если вы начнете ее как раз таки в августе, даже на период ретроградного Меркурия. Ребят, я не скажу, что этот период ретро-мерка на нас на всех повлияет как-то вот как-то странно, как-то ужасно. Нет, да со страхами мы все будем бороться. Мы будем фильтровать свою речь, разговоры, то, как мы говорим людям, то, как мы их осуждаем, обсуждаем. То есть здесь наша собственная личная проверка на сплетни. Не осуди другого и не осуждай себя. То есть здесь такая история, которая не будет как-то по-другому влиять на наши... Ну, проверяйте документы, проверяйте. Хотите совершать сделки, совершайте. Тем более я скажу, что стрельцам первой декады нужно вообще подписывать договора и совершать сделки. Период ретроградного Меркурия вообще здесь никак на вас не повлияет. На вас повлияет вот первая неделя до 11 числа августа, да, период ретроградного Меркурия, но здесь вам захочется опять в ту же историю, которая многократно повторяется, опять вписаться. То есть если у вас покупка недвижимости давно подвисла, вы можете легко это сделать, и в период ретроградного Меркурия легко. Ребят, легко. Получится хорошо. Вообще август для вас очень хороший. Стрельцы первой декады. И если вы чувствуете, что у вас как-то резко все начало меняться, обрушение, обнуление, смена работы, захотелось уволиться, уйти в закат, как я это называю. Сложнее всего, если захотелось выйти из отношений беспричинно, да, здесь нужно подумать. А если вы в работе понимаете, что вас недооценили, и вы решили прям резко выйти, ну, ребят, подождите, у вас, конечно же, здесь уран атакует, что хочется прям таки выйти за рамки, за границы, и вот так вот блеснуть, да. Одно дело, когда у другого случаются резкие какие-то обнуления, не зависящие от его действий. Но если вас резко уволили, понимаете, что это к лучшему. У вас еще и аспект с 1 сентября вернется как раз таки Сатурн, с Нептуном они находятся в 1 градусе Овна, и еще сейчас делают трин к стрельцам как раз таки первой декады. И это история, когда если сейчас случилось обнуление, обрушение в жизни, нельзя вообще вешать нос, нельзя расстраиваться. Нужно составить план движения вперед, продвижения и идти на новую работу, да. Если в отношениях резко случилось от вас независящее, ну, понять, посмотреть, почему так случилось, да, сделать свои выводы и пойти дальше. Потому что у вас, дорогие, хочу сказать, что в этот август стрельцы как раз-таки первая декада, очень хорошая история покупки недвижимости, устройства на новую интересную работу в том числе. И вот здесь про недвижимость, если вы хотите сказать мне, что вы немножечко устали, да, и что сделка сорвалась, слетела, ищите другие варианты. Не смотрите на ретроградный Меркурий вообще. Он для вас, ну, будете перебирать какие-то другие варианты, опять в своих волнениях смотреть. Посмотрите на какой-то новый вариант недвижимости, если вот такая история. На какую-то новую работу, на которую вы раньше не смотрели и считали, что это не для меня, и я недостоин, я недостойна, что как-то меня не оценят. Посмотрите, присмотритесь. Скорее всего, если вы пойдете устраиваться на работу или наметите себе сделку где-то в районе 11 августа, когда ретроградный Меркурий будет останавливаться, да, это получится очень даже хорошо. Плюс-минус несколько дней к этой дате получится очень
очень даже хорошо. То есть по-новому взглянуть, да, договориться. Потому что у нас ретроградный Меркурий 11 августа. У нас еще, если по событиям смотреть, у нас 9 августа полнолуние. Полнолуние у нас Водолей. Как повлияет на всех? Ну, вот это тот самый момент, когда нам захочется чего-то новенького и интересного. Здесь окиньте взором всю вот эту историю, которая есть в вашей жизни. Стрельцы третьей декады, не волнуемся, сейчас про вас скажу. Окиньте взором всю свою жизнь, все свои возможности и посмотрите туда, чего бы вам новенького хотелось. И если вот здесь вы примете свое решение в районе этого полнолуния, и 11 числа ретроградный Меркурий разворачивается и опять идет директно, то у нас вот в эти моменты Меркурий складывается в оппозицию с Плутоном. И это очень хороший день на самом деле для подписания очень таких хороших, сильных сделок, мощных. Это договорные отношения, это для стрельцов первой декады. Здесь, ребята, не нужно тушеваться, здесь нужно прям-таки подняться на уровень выше, то есть выйти из вот такого ребенка, который волнуется, переживает и говорит, да у меня не получится, да я не могу, да я не достоин, неважно, мужчина вы или женщина. Здесь нужно прям поверить в свои силы и сказать, что у вас хватает компетенции. Если не хватает, то вы дойдете к ним, дойдете. Если у вас не хватает финансов, вы все равно к ним тоже придете. И к уровню вы к этому подтянетесь. Но здесь хотя бы нужно вот уже замахнуться на эту новую планку. Ну вот не надо сдаваться, потому что если у вас и подвисла и недвижимость, и все у вас остановилось, потому что себе где-то смолодушничали и не начали поднимать на уровень выше, и у вас август это такое окно, когда еще есть момент вписаться в будущее. Если не получится здесь вписаться в новую работу, вписаться в новую недвижимость. Но с недвижимостью ладно, ее можно перенести, потому что там точно так же эти аспекты сложатся с конца января 2026 года. И уже летом, в июле 26 там уже и Юпитер перейдет в знак Льва и будет делать потрясающий классный трин к стрельцам первой декады. И здесь и совершенно другие компетенции, и вообще другой уровень жизни. И там уже и мнение о себе будет вот с такой, вот с грудью на выкат, и уверенность такая придет. Ну а пока да, если вот сейчас в августе не используете вот этот момент, то не хочется мне сказать, что вы осенью и в коридор затмений будете переживать. Там еще можно будет как-то подтянуться, да, резко что-то где-то побегать, сделать выводы, да, как-то в окно возможностей вот в это запрыгнуть. Но сейчас начните в этом направлении делать, потому что если сейчас закладывать фундамент, не знаю, подбирать возможные истории с ипотекой, новый район, новое место жительства, потому что если и работа полетела, хочется что-то резко поменять, то есть стрельцы первой декады вам прям нужно настраивать, да, и вот начало августа, оно такое очень для вас важное, потому что от этого зависит, как пройдут другие 2 недели августа и его итог. Потому что 2 другие недели августа обещают быть либо в любви, либо в финансах, либо с подачей истории такой очень гармоничной и кайфовой. Это вообще, в принципе, всем стрельцам, да, такая история. Но сейчас я расскажу дальше. Стрельцы второй декады, у вас начало августа до периода ретроградного, до его окончания ретроградного движения. Здесь, конечно же, момент, когда нужно таки уже позволить себе жить новую жизнь, идти в свое развитие, подумать, почему вы не реализовываетесь, почему ваше «я» не поднимается на тот уровень выше, почему вы останавливаетесь на тех самых важных местах и возможностях, и почему ваши страхи контролируют вас полностью. Это такой момент, что у вас не будет каких-то событий в жизни, у вас будет ощущение такого небольшого застоя. Но это застой, который организовали именно вы. Его нужно раскачивать, нужно двигаться вперед. Конечно же, ребята, это при наличии, точнее при отсутствии ваших личных транзитов, потому что у меня открыта общая транзитная карта, которую я, к сожалению, не вижу движения планет на ваши домарные сетки. Да? То есть, если у вас свой вопрос, оставляйте в комментариях, пишите дату, время, место рождения, ваш вопрос, и я открою именно вашу натальную транзитную карту и посмотрю, как складываются геометрические аспекты как раз-таки в вашей жизни сейчас, что есть влияние сверх того, что я говорю, да,
А так-то, конечно, движение вперед, на пробивать свои страхи, вопросики из прошлого будут возникать, которые вы не дорешили тогда, смолодушничали, ушли, покинули какой-то пост, вышли из отношений, не построили отношения. То есть в какой момент ваше желание, ваше действие перестало приводить к вашим реализованным мечтам и желаний. Вот такая история, где вы перестали развиваться как стрелец. Такая очень важная, фундаментальная вещь начала августа для стрельцов второй декады. Это пока у нас период ретроградного Меркурия не закончится. Стрельцы третьей декады, ребята, у вас очень мощная история, скажу я вам, начинается еще в июле. У нас в конце июля складывается такая интересная конфигурация на небе. Это Марс становится в оппозицию с Сатурном и Нептуном. Эта история очень сильно влияет на приобретение недвижимости, решение финансовых вопросов, закрытие долгов, продвижение по социальной карьерной лестнице вверх. Либо же это такие вопросики в отношениях тоже очень сильные. Смена места жительства, приобретение недвижимости в том числе да, да и да. То есть это такой ваш вопрос, который будет вас влиять. Но это все у вас завязано на смыслах. Для чего это все нужно, да? И вот складывается момент как раз-таки Марс в оппозиции с планетами Сатурн и Нептун. И здесь у вас не будет таких историй гармоничных, как у стрельцов первой декады. Здесь скорее у вас очень сильная необходимость, потому что с 1 сентября возвращается обратно Сатурн в третью декаду рыб и будет опять-таки делать квадратуру стрельцам третьей декады, но это последняя неделя августа у вас уже будет на таких историях, моментах, начинаниях, да. А сейчас пока у вас влияние того же Марса, это движение вперед, какие действия нужно сделать, ну потому что вы знак, который предчувствует, что что-то грядет, да, скажем честно, и здесь вы понимаете, что что-то делать надо, а делать надо многое. По факту аспекты придут, начнут складываться только к концу августа, но для того, чтобы там быть подготовленными, вот здесь в период ретроградного Меркурия форсируйте события, ускоряйтесь, закрывайте все свои долги, пока их можно закрыть без каких-то финансовых, юридических последствий. Делайте максимально то, что вы можете сделать, упор на работу, на карьеру, на движение вперед. Отключайте эмоции. Знаю, это сделать сложно. Нептун в квадратуре — это всегда эмоции, это всегда лень, когда мы устали, нам хочется полежать. Но, ребята, здесь история того, что лежать так себе. Здесь нужно, конечно же, двигаться, форсировать, потому что, да, у нас следом идут после периода завершения ретроградного Меркурия, да, такая история связана, 2 недели прекрасного гармоничного периода, да, как я его называю. Здесь ваш управитель Юпитер будет в соединении с Венерой. А это хорошее время для покупок, хорошее время для продвижения, для поездок, для отдыха в том числе. На всех стрельцов это будет распространяться очень важно. Если же вы устали, стрельцы третьей декады, то здесь отдохните. Отдохните, запаситесь вот этой силой и энергией, потому что с 23 августа начнется то самое движение, о котором я говорила, новый лунный цикл, в котором у нас будет и коридор затмений, и он пройдет, ну, на таких эмоциях не когда мне хочется, а когда я должен. Поэтому здесь история должен работать, должен отдавать, должен крутиться или должна, да, неважно, мужчина вы или женщина, но аспекты приходят к нам независимо от нашего пола. И да, вот эти 2 недели, если вы понимаете, что вы устали и больше не можете, тогда отдохните. Если вы понимаете, что вам отдых все равно не принесет радости и счастья, тогда, конечно же, постарайтесь как можно больше скоммуницировать, потому что там уже и Меркурий, вот он не ретроградный, но в конце августа будет подтягиваться в третью декаду Льва и делать вот тренинг Стрельцом. Здесь, конечно же, история договориться с нужными людьми, подключить связи, не стесняться этого, уйти на опережение событий, которые вы знаете, что они к вам придут, и они приятные или неприятные. В сентябре они с вами будут, и вы знаете, что придется решать те вопросы, задачи, которые вы отложили.
не затягивайте эту историю, просто сделайте ее чуточку пораньше, и там у вас тогда будет уже не разбор полетов, а подъем на новый уровень, то есть когда вы будете как профессионал расти вверх, да, и здесь история, конечно же, будет неоднократно подниматься. Стрельцы третьей декады у вас уже в неприятном ключе вопрос с недвижимостью, и я не скажу, что это плохо, это очень хорошо, и вообще вопрос с приобретением недвижимости для стрельцов третьей декады будет сейчас в таком напряженном ключе, когда вы будете под давлением обстоятельств разбираться с этим вопросом, и, возможно, он будет какой-то напряженный, но если вы прям хотите в легкости, то через 2 года Сатурн будет в третьей декаде Овна, то есть это 2027 год, это его вторая половина, и там такое достаточно гармоничное движение Сатурна по Овну второй декады, третьей декады, и прекрасно будет получаться приобретение той самой недвижимости, но если у вас сейчас есть наметки и уже вы в это вписались, то можно и сейчас, и потом. Кто сказал? Как говорится, недвижимости много не бывает. То есть здесь вот такой вопрос. Все, что я говорю про недвижимость, относится и к работе, и к профессиональной сфере, потому что Сатурн — это наш фундамент. Здесь можно говорить все, что угодно. Я за фриланс, я живу на арендной квартире, но это не фундамент, ребята. Это иллюзия фундамента в 21 веке, который сейчас нам активно продают, но это не есть то самое. Пока вы живете на съемном и у вас ваша работа фриланс, кому-то полезно. Собственно, поэтому я и запустила серию финансовых гороскопов. Для стрельцов выйдет это видео после вот этого августовского видео, поэтому смотрите, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления. Но пока у вас нет опоры, пока вы не понимаете, где вам работать, зарабатывать, как вашу тактику развития движения вперед, это сложно. И да, стабильная работа или стабильное жилье — это тот самый необходимый минимум фундамента для того, чтобы все остальное ваше развивалось. Неважно, в какой стране мира у вас эта стабильность есть, абсолютно сейчас неважно. Стрельцы, они мультиязычны, заграничны, и это нормальная абсолютная история. Идем дальше. 2 недели августа, про которые я говорила, для всех стрельцов с 11 по 23 обещают быть либо в покупках, либо в отдыхе, либо в таком гармоничном настроении. Кому-то захочется учиться, это тоже хорошая история. Кому-то захочется влюбляться, ходить на свидание, тоже хорошая история, ребят. Аспекты на это работают, проводите хорошо время, потому что с 23 августа у нас включается новый лунный цикл. И вот здесь наша жизнь перестает походить на отдых, хочу вам сказать. Будет ощущение, что лето прошло, потому что это будет новолуние в Деве, в квадратуре с Ураном, и ощущение того, что все в жизни начнет меняться, это не просто ощущение, здесь еще будет подкатывать оппозиция Венеры с Плутоном, и это момент очень сильно, ну, как движение такое, толчок к развитию. То есть, если возникнут конфликты, скандалы, вопросики в отношениях у стрельцов первой декады, здесь не выходите в отношениях, аспект буквально через неделю закончится, и все, не будет от него движения, будут совершенно другие эмоции. Вас же должно, стрельцы первой декады, это начало нового лунного цикла, сподвигнуть на достижение вперед, на финансовый заработок, достаток, потому что у нас с 7 по 21 сентября начинается коридор затмений, и это очень эмоциональная история, на кого он повлияет. Отлично повлияет на стрельцов каждой декады, вообще в принципе, да, как мощное движение вперед. Для стрельцов первой декады это будет момент, который уже в августе начинается, к активному деньгозарабатыванию, построению бизнесу, включение в мощные истории, истории на больших скоростях, в профессиональном плане нужно форсировать события. Если вы возвращаетесь к старым моментам заработка, возьмите оттуда все самое лучшее, потому что как раньше уже не сможете зарабатывать буквально до 14 февраля, и потом Сатурн перейдет в Овна, и уже все, уже надо будет ускоряться более активно, более амбициозно, более мощно. И да, стрельцы первой декады, у вас вот так начинается новый лунный цикл, конец августа, конец календарного лета. Стрельцы
второй декады. Ребят, скажу, что у вас активность действий, и вот если вы в августе ничего не сделаете, никакие смыслы по поводу своей реализации, то в конце августа начинает складываться у нас такая прекрасная квадратура. Юпитер в квадратуре с Марсом. Это аспект конфликтности, когда мы ругаемся, злимся, во-первых, на себя, но на себя же мы не можем злиться и говорить, что мы не правы. Мы начинаем это все перекладывать на других. Мы начинаем ругаться с близкими, потому что Марс будет в весах, мы будем ругаться с теми отношениями, с которыми нам не надо ругаться. Поэтому здесь, стрельцы, на второй декады будьте аккуратны, делайте правильные выводы в этом августе для того, чтобы новый лунный цикл и коридор затмений. И коридор затмений очень сильно, кстати, повлияет на стрельцов именно второй декады. И то есть последняя неделя августа, она такая будет в напряжении, в ощущении, что что-то грядет мощное. И здесь все будет зависеть от вас. Куда вы пойдете дальше, какие действия вы будете предпринимать. Будете ли вы идти в публичность, в развитие, в изменение, менять свой социальный статус, менять свой уровень жизни. Ну, то есть здесь и про работу, про поиск новой работы, про поиск той работы, которая будет полностью вас олицетворять, характеризовать, поиск того жилья, недвижимости в том числе, потому что с 26 года, вторая его половина, осень и зима 26-27 года, это очень важный момент для большого социального роста для стрельцов второй декады, но задатки вот будут сейчас. Вот сейчас, если вы хотите там дальше вперед в прорыв, сейчас начинайте укладывать этот фундамент. Очень важный для вас коридор затмений, в котором вы должны честно для себя сказать, если у вас чего-то нет, значит вы сами в этом виноваты. И я вам скажу, что если чего-то нет, и вы в этом на самом-то деле виноваты, то нужно понять, что вам нужно для этого сделать. Подняться с дивана, то есть нарисовать себе цель. То есть сказать себе, я хочу вот это, я реально это хочу. А если цели вы так себе не найдете, то так и продолжится вот это вот ваше существование, метание от одного к другому, непонимание, для чего это нужно. И вот так заканчивается для вас август и начинается сентябрьский коридор затмений. Стрельцы третьей декады, ребята, для вас период конца августа, уже говорила, момент значимый. Здесь уже чувствуется возвращение Сатурна в Рыбы, здесь уже начинают обстоятельства вас форсировать и говорить так, а чего это мы сидим, ничего не делаем, надо уже что-то делать, надо в профессии приходить к тем самым высотам, которые мы хотим. Но и здесь та жизнь, которую вы по праву достойны, заслуживаете, потому что стрельцы третьей декады — это история уже такая более козерожья, то есть уже чувствуются у вас такие ощущения, осознания от козерога, когда вы хотите больше, вы понимаете, что вы заслуживаете реально на всех социальных основаниях гораздо больше. И здесь не малодушничайте. Идите в сторону руководства, идите цели вперед, выше, в значимые, поднимайтесь выше. Это не будет легко, не будет легко. Но коридор затмений, который у нас начнется в сентябре, покажет, конечно же, истории, связанные, что это нелегко, но мы с этим справимся. Очень большие осознания, много придется приложить сил, и если вам кажется, что вы приложили много и уже сил нет, и вы пишете мне комментарий, Женя, я вот так и так уже свой максимум сделал, если вы, как говорится, человек, который изрядно покопался в себе, у него нет ни сил, ни желания, ни амбиций копаться где-то в другом месте. Если у вас есть силы оставить мне комментарий и сказать, нет, все это не так не работает, значит, вы еще не все шансы свои использовали, не направили все свои мысли, действия и амбиции, которые у вас есть. А они, поверьте, у вас шедевральные. Стрельцы третьей декады. Вообще все стрельцы, они молодцы, когда они идут вперед. Когда стрелец не идет, не развивается, получается сложно. И если вот этот август грамотно не подытожить, да, ребят, то тогда первая неделя сентября перед коридором затмения, она будет очень турбулентной. Будет ощущение, что почвы под ногами вот просто вообще нет, потому что там и Уран в квадратуре с Меркурием, и Марс в квадратуре с Юпитером, и Венера заканчивает свою оппозицию с Плутоном. И ощущение, что все сговорились и решили просто с нами поругаться, все пошло не так, как мы хотим, и это вообще сквозь наши планы, поэтому
Если вы все четко расставите свои границы, приоритеты в шахматной партии, тогда у вас все начнет получаться, и первую неделю сентября штормить не будет. И коридор затмений тогда вас поднимет, не оставит в застое, не опустит на уровень ниже, а поднимет, ребят, в вашем моральном, эмоциональном плане 100%. Ребята, вот такой гороскоп на август. Я надеюсь, зарядила, сказала, что все у вас получится, потому что у вас и правда должно получиться, если вы не останавливаетесь, если вы форсируете события, если вы понимаете, что вы птица полета повыше, и вам по жизни нужен план поинтереснее для того, чтобы жить интересную жизнь, потому что простой план вас не радует никак. Просто примите тот факт, кто вы, кто есть я и для чего я живу эту жизнь. То есть можно, конечно же, стать просто самым обычным человеком, работать на самой обычной работе, но вопрос, сделает ли вас это счастливыми? Я сомневаюсь, что стрельца это сделает счастливым, потому что нужно сделать этакое вот интересное, и обязательно, чтобы это раскрывалось мою я, мой потенциал, моя экспертная деятельность. И это нормально. И здесь нужно честно признать себе, кто вы есть. Вот такой гороскоп на август для стрельцов. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам продуктивного завершения календарного лета. Астрономическое лето у нас до 21 сентября, поэтому мы еще, как говорится, поактивничаем. Ну и желаю вам всего доброго. Оставляйте вопросы в комментариях, я на них отвечу. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Здесь и видео про асцендент, если вы его еще не смотрели. Здесь видео будет и про финансовый гороскоп. Здесь как Уран меняет знак и будет влиять на всех на нас на ближайшие 7 лет. Ну и вообще очень много фишек в любовный гороскоп. Как все это разрулить. В конце видео прикрепляю для того, чтобы принять верное решение и идти дальше. Потому что сдаваться нельзя. Никогда не сдаемся, идем только вперед к цели. Вот такая история у стрельца и точно будет получаться. Ну что, ребят, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.